Today is June the 6th, 2024. We are in Hawthorne Woods, Illinois, interviewing Lilia Kogan. The name of the interviewer is Anna Gurevich, and the interview will be in Russian. Добрый день еще раз. И еще раз спасибо, что вы согласились с нами поговорить. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, где вы живете, и мы тогда начнем наш разговор. Я живу, вернее, меня зовут Лиля Коган, и живу я здесь уже 23 года в этом доме. Живу я с дочкой и с моим зятем. Здесь жили мои внуки, но сейчас они все разъехались, все закончили университеты американские, и, так сказать, мы теперь втроем в этом доме. А где вы родились, в каком городе? Я родилась 6 октября 1936 года в городе Харькове, Украина. А где вы жили там, в Харькове? Какой это был? Это был поселок тракторного завода. Харьковский тракторный завод, это был большой поселок. И мы жили там. Там бабушка, дедушка, папа, мама и нас 3 детей, 3 девочки. Это была квартира или дом? Квартира. Большая? Не помню, я не помню, что это за квартира была. Но знаю, что жили, я даже не знаю, были там соседи. Не помните? Это не помню совершенно. А так жили мы, ну, и мне было 4 года. Понятно, да. Я ничего не помню. Помню вот единственное, когда началась война, и бомбежки начали обстреливать. Уже можно? Вы знаете, я буду просто иногда задавать вам, вопросы, которые может быть, помогут вам что-то вспомнить. Очень бы хотелось знать все, что вы помните, или потом по рассказам взрослых вот об этой предвоенной жизни. Значит, вы сказали, что вы жили вместе с папой, мамой, дедушкой и бабушкой в одной квартире? Да. Это не квартира, это не квартира, комната была. Понятно. Большая комната. И нас 3. В 40-м году родилась моя младшая сестра. Старшей было уже 11 лет, а мне 4 года. И в 41-м началась война. Понятно. Так вот, о вот этой предвоенной жизни, просто что вам рассказывали, что вы помните сами. Начнем с папой и мамой. Как их звали, где они примерно родились и когда? Папа Моисей Тавельевич Коган, он родился в 1901 году и родился тоже на Украине. Мама Ревека Ароновна Валь, девичья, и Коган, уже когда она вышла замуж. Она родилась в 1907 году, мама. Вот. Где? Тоже на Украине. Это местечки были. Пулино. Это где-то Житомир, Коростень. Это вот эти места, где они жили. Вот. Бабушка с дедушкой они были купцы первой гильдии. Это по папиной линии или по маминой? По маминой. По папиной я ничего не знаю. Не знакома была. И дедушка в то же время был кантор в синагоге. Вот. Он очень хорошо пел. Это передалось моей маме. Она тоже пела. Вот. Это хорошая семья была, очень такая интеллектуальная. Вот. И когда вот пришла советская власть, всех
лишили, те, которые что-то имели, их лишили всего, и дом, и мануфактурный магазин, который они имели, лишили всего, и они все уехали в Харьков. Понятно. А вы сказали, они были купцы первой гильдии, а чем они занимались? Мануфактурный магазин. Понятно. Продавали мануфактуру. То есть ткани... Да. Они закупали, ездили кругом там по Украине, и закупали, привозили и продавали. Это был большой магазин. Работала бабушка, там работали люди, которые помогали. Вот. И потом они переехали в А Харьков. потом, когда все забрали у них, отобрали. Их лишили всего. И они переехали жить в Харьков, а в Харькове уже мама с папой до этого уехали. Надо было где-то работать. Вот, они уехали туда. И уехал младший мамин брат, который поступил в медицинский институт и закончил в 1940 году. Понятно. А чем занимался папа в Харькове? Чем занимался папа? Где он работал? Папа на тракторном заводе. Понятно. Он получил какое-то образование? Да, они все получили образование. Папа работал в секретной части тракторного. Поэтому мы уехали раньше, а он пока не уничтожил всю секретную там часть, он не мог покинуть, уехать. А потом он к нам приехал. А мама чем занималась? И как ее звали? Вы сказали. Мама рожала. Она родила 4 детей, поэтому мама не работала. Понятно. Бабушка с дедушкой работали. Они пошли работать. И где? Что они делали? Они работали в поликлинике, в раздевалке. Потому что у них такого не было образования, чтобы пойти куда-то на завод работать. Они нашли такую работу, но они работали. Ну, это помогало, конечно, жить. Да. А опять же, по рассказам, как бы вы сказали, зажиточная была семья, вот там, где вы росли, и еще ваши братья и сестры. Хорошо вы жили, бедно жили, была еда, не было? У нас, когда начался вот этот 33-й год, голодный год, да, меня еще тогда не было, была только старшая сестра, и они голодали. У них нечего было есть, но как могли, они устраивались. Где-то там подрабатывали, у дедушка с бабушкой на овощной базе еще подрабатывали. Ну и зарабатывали как могли, и как выживали. Выжили, да. А когда вы появились, уже было чуть полегче. Да, когда я родилась 3-м ребенком. Потому что после старшей сестры еще была девочка, и в 2,5 года она умерла. О, трагедия. Да, она умерла, у нее было воспаление легких, началось, и не могли вылечить. Она умерла. После этого мама, так сказать, не могла решиться на следующего ребенка, она переживала. Ну и потом в 1936 году родилась я. Опять же, по рассказам, может быть, вы знаете, насколько еврейским был этот дом, в котором вы росли? Очень. У Очень нас, еврейским. да. Так как дедушка был кантор, Ну да. и когда в Харьков они переехали, он уже не занимался этим, но традиции все поддерживались. У нас поддерживались все традиции, и дедушка каждое утро, каждый вечер он молился. И да, талис обязательно одевал талис, и вот эти вот кубики на лоб сюда заматывали этими ремешками. Да, дедушка все соблюдал.
Бабушка была более такая. Понятно. Она поддерживала только для того, чтобы он чувствовал себя, Хорошо. да. А мама с папой? Мама с папой, мама рожала, она не работала, а папа работал на заводе, на тракторном, вот в этой секретной части. Но я просто хотела узнать, насколько еврейскими они, придерживались еврейских традиций папа и мама. Религиозность какая-нибудь. Ну, религиозность, традиционность, вот что-то про это. Дело в том, что они все умели читать на иврите, Потрясающе. обязательно, потому что в этих семьях дети кончали школу. Хедер. Да. Ну, это мальчики, девочки вряд ли ходили. Мама читала. Мама читала, замечательно. Да. У нас было очень много книг на иврите. Но это было не иврит, а говорили на еврейском. Ну, говорили они, видимо, на идыше дома. Да. У нас только говорили И на вы тоже иврите. понимали? Я, например, все понимала. И мы понимали все, но единственное, мы не говорили. Ну, конечно. Но песни я пела по-еврейски, да. Даже у Илины на свадьбе. Илин, ты помнишь, как я вышла и пела? Афен припочек Брента Файрл. И ништы безейс, Понятно. in der Rebbe mit de kleine Kinderlach, zugen alle бейс. Замечательно. То есть дедушка с бабушкой, естественно, молитвы читали на иврите, а говорили дома на идыш и, естественно, на русском, потому что папа же работал. Да. Они говорили по-русски, по-украински. Они... Были полиглотами. Да. Скажите, а вот в то время, когда там, до войны все жили в Харькове, а синагоги действующие там были, просто по рассказам? Вы знаете, я не знаю про синагоги. Не помню. Не ходили. Вот когда уже мы приехали на Алтай, дедушка организовал, там было очень много евреев, и он организовал вот эту коммуну. Так, ну об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Окей. Да, я пока еще, вот все еще до войны. Ага. Все еще до войны. Понятно. То есть кошерных продуктов, наверное, не было для семьи? Нет, мы придерживались. У нас все было кастрюли милхикс, это молочная, да. и флейшикс, это мясная. Все было отдельно. Не смешивалось. И там, где варилось, бабушка делала, допустим, мясо, туда уже молочное не касалось. Понятно. Это все придерживалось. Они придерживались абсолютно всех традиций. Все. То, что касалось еврейства, потому что дедушка не разрешал, чтобы там это самое. Мне просто интересно, где они могли покупать кошерное мясо, например. Не знаю. Понятно. Было. Там были эти мясники, которые делали вот эту вот... Курица, шейха. Да. Курицу, даже когда мы в Рубцовке жили, покупали живых кур. И им подрезали горлышко. Так, как надо. Курочка прыгала. Это Понятно. на моих глазах было не раз. Понятно. Интересно. Просто очень интересно, как организовывалась еврейская жизнь, вот, скажем, до войны, после войны. Я просто хочу напомнить, что Shoah Foundation ведь еврейский фонд, и поэтому его очень интересуют именно еврейские традиции, еврейские устои, как это все поддерживалось и осуществлялось. Поэтому я задаю вот такие вопросы. Я поняла, что дом был
по сути традиционно Да. еврейским. Да, да. И вы, естественно, еще не ходили ни в школу, ни в детский, да. Все было дома. Ну, конечно. Да. Ну хорошо, теперь что вы помните вот из этих, вернее, опять же, по рассказам? Знали ли ваши родители о том, что идет война в Европе и преследование евреев? Что об этом как-то ходило в воздухе? Было ли имя Гитлера каким-то образом... Нет. Мы уезжали, когда нас эвакуировали. Да. Говорили немцы, фашисты. О Гитлере вообще мы не слышали. Это уже потом. Когда- О преследовании евреев? Нет, Ничего об этом нет, не знали. нет. А как-то предупреждали именно евреев, что нужно бежать? Я не знаю. Вот этого я не знаю. И не Может помните? быть, нет, может быть, родители их предупредили, но главное то, что нужно было эвакуировать завод. Завод. Это была основа. Эвакуировать завод, значит, и людей, потому что все оборудование, а второй эшелон шел с людьми. Вот. Но мы, когда ехали, нас уже эшелон обстреливали, и последние эшелоны люди погибли. Ну хорошо, тогда, значит, давайте поговорим вот про 22 июня 1941 года и что было после этого. Как организовывалась эвакуация ваша, естественно, вашей семьи? Как это происходило? Собрали все, что только необходимо, сказали. Ничего не брать, только упаковать то, что нужно для одежды. Все. Посадили вагоны В какие? товарные. Спали на полу, как попало. И привезли нас в Сталинград. А кто с вами ехал в эвакуацию вашей семьи? Бабушка, дедушка, мама, нас 3 детей, мамина сестра с мужем и сыном. Они тоже работали на тракторном заводе? Да, да, да. А папа оставался? Папа остался. А кто-то из семьи оставался в Харькове? Никого, всех забрали. Мы всех забрали. Но, мама, родители твоего отца, дедушки, погибли в Харькове. Они не в Харькове, они жили в Коростыне. Они не жили в Харькове никогда. Вот как раз я хотела спросить, родители, Только- бабушка и дедушка, Только оставшиеся? мамины, только мамины. А те, которые остались в Коростыне, Погибли. и там больше не было братьев, Там сестер? тоже дедушка по папиной линии, он имел свою фабрику. Фабрика по изготовлению сапожной мази. Понятно. Он был... И он был, конечно, богатый человек. Золото он прятал. И когда пришли немцы, полицаи, которые были украинцы, они знали, насколько он богат, они требовали: отдай золото. Он, конечно, даже не мог подумать, что нужно отдать ради жизни. Нет. Ну и его растерзали, прицепили к лошади. Кошмар. Собственно, без участия немцев, вы хотите сказать? Да, да. Ну и убили бабушку и папину старшую сестру. Там никого не осталось уже. Уже потом, после войны, когда мы приезжали, и младшая сестра, и я приезжала туда, нам соседи рассказывали, когда снесли дом его, то зарыто было ведро, целое ведро с золотыми монетами. Вы верите в это? Наверное, потому что он был богатый, очень богатый.
А Но ваша он семья? прятал не только от власти, он прятал от семьи тоже. Он был такой прижимистый. Вот. Поэтому То есть ваша семья с ним мало общалась? нет, не общались. Даже когда мама отправила старшую сестру к нему попросить хотя бы как раз, когда голод был, 1933 год, попросить ребенка, дедушка, дай что-нибудь, чтобы мы могли купить, покушать, хлеб хотя бы купить. Нет, он так не дал. Да? Да. Ну хорошо, вернемся опять в Харьков, 41 год. Вам сказали взять самые необходимые. Когда это было? Вы знаете, какого числа вас посадили на поезд? Мы уезжали оттуда, по-моему, уже в 42-м году. Из Харькова? Да, по-моему. Нет, это вряд ли Да. возможно. Или, Я думаю, или в конце 41-го. Потому что это же июнь был, июнь 41-й. Да. Вот. Они же не... У тебя белая шубка была, наверное, это уже была Это, да, я говорю, в конце. Это было в конце 41-го года. Понятно. Потому что там выкопали окопы, сделали, и когда начинался обстрел, то все бежали, мама нам одевала шубки, переворачивала их мехом внутрь, и мы бежали прятаться в окопы. Это было в Харькове? Это было в Харькове. Понятно. И из Харькова вы поехали на поезде, вас отвезли... В Сталинград. В Сталинград. Тогда он назывался, а теперь Волгоград. Ну, это понятно. Да, мы приехали туда, нас поселили все, народу было очень много, семей. Нас поселили в большую церковь, и каждый имел уголочек, занимал. Вот. А потом нас переселили, я помню, такая избушка была, домик. И этот домик стоял рядом с аэропортом. Поэтому мы слышали, когда летали самолеты, бомбили, и мы уехали, вернее, как начиналась бомбежка, мы прятались в погреб. Бабушка нас спускала в погреб, мы в погребе сидели, ждали, пока кончится обстрел. А потом уже нас... А сколько времени вы провели в Сталинграде? Недолго. Где-то месяца 2-3, не больше. Ну да, 42-й год. Да, Понятно, и что нас уже- отправили, погрузили опять в эшелоны и отправили... А вы хотите сказать, что и завод эвакуировали сначала в Сталинград? Завод тракторный. Да. Вначале в Сталинград, а потом уже из Сталинграда в Рубцовск. В Рубцовск. Поехал весь Станция завод. называлась Рубцовка. Это потом его назвали город. А вообще это Рубцовка, станция Рубцовка Алтайского края. Понятно. А в Сталинграде вы жили в этой церкви, потом в домике, одна семья, несколько семей? Одна. Мы только там жили. Вас как-то призывали на работу, папа с мамой? Но никто не работал. Кто там работал? Нет. Вот как же жили, с чем вы питались, как-то это было, карточки? Расскажите, если вы помните или если вам Ничего рассказывали. не помню. Понятно. Ничего. Знаешь, что давали нам покушать? Кусочек хлебушка, еще что-то. Не помню, но помню, что было очень тяжело. Конечно. Очень тяжело. И туда приехал папа. Папа уже ехал на лошадях. Это зима, точно. Зима была. Папа на лошадях, он там все сделал, то, что нужно было в этой... И приехал уже к нам в Сталинград. А оттуда, из Сталинграда, мы уже ехали все вместе. Все вместе в Рубцовск.
Да. Понятно. Ну, теперь тогда переселяемся в Рубцовск. Что и как вы устраивались там? Эти воспоминания, Я понимаю, что это тяжело, но оно неприятное неприятно. Бабушкины братья, которые на войне погибли. Ну, их призвали. Да, у бабушки было еще 2 сына. Один в Одессе жил, у него семья уже там была. Он закончил энергетический институт и работал инженером на большом корабле на Черном море. А младший закончил в 40-м году медицинский институт. В 41-м. В 40-м. 41-м. В 41-м он уже на фронт пошел. Он закончил, его сразу забрали. Выпуск 41-го года. По-моему, в 40-м 41-й лишь. год. Давайте не будем спорить Да, это под запись. ну, в общем, короче говоря, он пошел на фронт, его призвали, и того, и другого. Но тот на корабле там сразу их военизировали. Вот. И он погиб, потому что взорвали этот корабль, и он пошел на дно. Они погибли. А осталась семья, жена и сын. Вот сын сейчас в Израиле, в Иерусалиме. Он композитор. Замечательно. Он кончил Московскую консерваторию. Они остались в Одессе. Да, И но дедушка сказал, я не имею права их там оставлять. И они, я не помню, какими путями, но они добрались до нас, когда мы уже в Рубцовке были. понятно. Мы их забрали к себе. Они жили у нас. А младший брат мамы, который врач, А он не был женат. Он погиб тоже. тоже погиб. Мы не знаем, мы сколько его разыскивали, без вести пропавшие, все. Анна, маленький ремарк, если можно. Could you cut? Итак, 2 маминых брата, оба Погибли на фронте, и семья старшего брата, они приехали к нам и жили с нами. понятно. Мы жили в комнате 19 квадратных метров, нас жило 10 человек. Понятно. Ужас, как мы жили. А что это было? Дом, дом? Вы знаете, когда мы приехали в Рубцовку, нас тоже поселили в церковь. Там какая-то церковь была. Мы там, а потом начали срочно строить, строили завод. Это зима была. Морозы дикие, снег выше колена. В тяжелом... Вот, я не представляю, как они строили завод, и в то же время они строили 2-этажные деревянные дома для людей, которые приехали. Ну, для работающих, Эвакуировали. для работников завода в Да, основном. да. И нам дали построили срочно вот эти вот дома, и нам дали вот эту 19 квадратных метров. Это квартира была, там были 2 комнаты и кухня. И все они были заселены людьми. В одной комнате вот нас 10 человек, 19. Вторая комната была намного меньше, там их 3, по-моему, жило. И там, где кухня, тоже 2, муж с женой жили. Это была... И там дедушка организовал свою еврейскую комьюнити. Он стал рэба. Он был рыбай там. Да. Дедушка делал все. Он содержал тех, которые, допустим, не работали на заводе. Им такие дома, землянки назывались. И в этих землянках они жили. И очень многие погибли, потому что когда они топили печку и закрывали вот этот самый, чтобы не выходил, тепло не выходило, углекислый газ поступал, и люди погибали. И дедушка, когда добирался до них, он уже видел трупы. Были трупы. Было время страшное. Я говорю, у меня прям
мороз по коже пробирает. И на заводе работал папа, а бабушка с дедушкой были уже... Не, бабушка с дедушкой уже не работали, но они ходили, мама, бабушка и дедушка, они ходили, делали, вот привозили там платье, кофточку, пиджачок. Они ходили, там недалеко были деревни. Когда-то сосланные были украинцы, русские, очень много русских, которые были сосланы. И они там уже прожили больше 10 лет, у них были там свои поля, они растили там картошку, свеклу, там, в общем, сельскохозяйственные эти продукты. И вот они обменивали, и у них мука была. Бабушка у них закупала мешок муки, могла лепешки делать. Там у нас плита была, вот там и мацу делали, все делали. Вот. Так что вот так мы выживали. Я помню, что даже я ходила, собирала, уже подмораживала. И я ходила свеклу белую, собирала, и бабушка делала коржики из этой свеклы. Из белой свекла. И что были продуктовые карточки, естественно. Да, были. И выдавали нам фуфайки, выдавали валенки, потому что там по-другому нельзя было. Вот, ну, в общем, жили в тяжелых условиях. А вы там пошли в школу? Да. Вот расскажите еще про это, пожалуйста. Ну, в школу я пошла 8 лет, тогда не 7 лет, а с 8 лет. 8 лет я пошла в школу. Школа была недалеко от дома, и небольшая школа была. Вот. Ну, мы там, учителя у нас были все свои, давали нам хорошее образование. Считать мы могли, что я потом своих внуков научила так считать. Ты помнишь, Бекки, как бабушка тебя учила? Умножение. А старшая сестра тоже в этой же школе училась? Но она уже пошла не в эту школу, она пошла в другую школу, потому что она была на 7 лет старше меня. Поэтому она пошла, там была другая еще школа. Потому что они сразу строили и дома, и школы. Было много детей, школьников. И их надо было всех образовывать. Вот. Потом уже я пошла в эту средняя, называлась средняя школа, с 7 и по 10. Сколько же лет вы провели в Рубцовске? 38, по-моему. 38 лет я прожила в Рубцовске. Понятно. То есть вы там и остались после войны? Да, у меня папа не уехал. Он сказал, что я, так как он узнал, как погибли его родители, он сказал, туда я никогда не вернусь. Нет, не вернулись. Так и похоронены мои дедушка, бабушка, папа, мама. Все похоронены там. Понятно. Тогда про жизнь в Рубцовске. Значит, вот идет война, папа работает на тракторном заводе, продуктовые карточки, вот эта комната на 10 человек. Как проходила жизнь дальше? Кончилась война. Завод остался там же или вернулся на Украину? Вы знаете, завод остался. Завод был большой, огромадный. Но очень многие уехали. Кто в Харьков, кто в Липецк. В Липецке построили тракторный завод, уехали в Липецк. Кто куда уехал, но очень многие уехали. Не захотели жить на Алтае. А некоторые остались. Вот такие, как мы. Мой папа сказал, никогда. Ну и там остались. Вот, так что... А
в основном это был не город, а поселок. А городом он считался потом, когда там еще был Одесский завод сельскохозяйственного оборудования, и еще был завод, Военный. нет, не военный, Миля работал на военном заводе. Кто? Миля. Да, Миллер работал на военном. В общем, все это читалось как Рубцовск, город Рубцовск. Ну, раз там было столько Заводов, предприятий, да. столько заводов, то город, видимо, разросся и был вполне Да. большим. Там построили уже. Мы потом уже уехали с этого старого дома. Папа с мамой получили большую квартиру. И в доме совсем в другом месте. И там была очень, очень хорошая квартира. У нас 27 квадратных метров. 27 квадратных метров была квартира. Без соседей. Да, без соседей. Ну, на первом этаже мы жили. Вот, и напротив гастроном был, так что у нас хорошее место было. А снабжение было нормальное? Ужасное. Снабжались только с базара. Был большой рынок, и вот по воскресеньям мы ходили на рынок, закупали все. А так был около завода, недалеко тоже маленький такой рынок, где мы покупали постоянно продукты. А в магазинах у нас стояли баночки «Завтрак туриста». Да. Все, Знаем. все, что было. Знаем. Ну хорошо, и вот, собственно, там-то вы и росли. Насколько сохранились эти еврейские традиции в этом Все доме? сохранилось. Единственное, что не было синагоги, не было. А к нам приходили в нашу квартиру, потому что мы уже в старом доме, у нас была вот эта комната. Дядя с тетей и с двумя сыновьями съехали в другой дом. Вот. И дедушка делал минин в этой комнате. Собирались старые евреи в субботу, в пятницу вечером, в субботу утром. Это обязательно. Это было. Похороны делались, тоже все по традиции делали. Вот. А евреев было много? Очень много. Все эвакуированные? Да. В основном, даже у нас, когда я училась в средней школе, все преподаватели почти были евреи. А ученики? Тоже. Было много евреев среди Да. учеников? Понятно. Лучшие ученики были мы. Ну хорошо, раз так было много евреев и среди учителей. Но они потом все уехали. После войны. Да. И после войны как продолжалась еврейская жизнь? Только дома. А так нигде. В 1947 году дедушка умер. А бабушка не была настолько... Она поддерживала. У нас дома поддерживались, да, Элина, все традиции, все праздники мы отмечали. Но так, чтобы минин какой-то, этого не было. Единственное, все вот эти, которые знали дедушку, что дедушка помогает этим бедным людям, евреям, они приходили и бабушку называли, дедушку звали Арон, а она была Аранша. Они стучали в двери и кричали: «Аранша, мы нуждаемся, дай нам хоть хлебушек». И мы давали все, что могли. И бабушка ходила, собирала еще кто... Там начальники в основном были евреи, все хорошо зарабатывали. У них были деньги, и они давали деньги в помощь бедным. Это было законом. Замечательно. Помощь бедным. Мама, расскажи про шоколадку.
Шоколадку? Не помню. Твоему дедушке дали шоколадку. Окей. Кат. Задавайте. Да. Значит, еврейские традиции продолжались и после смерти дедушки. Да, дома у нас все это, да, поддерживалось. А в городе? Ну, в Рубцовске другие ваши друзья, знакомые? Нет, нет. Знали, что мы евреи. Люди знали праздники. Во всяком случае, мы пекли мацу. Нас, детей, поднимали. Бабушка укладывала большую доску. Каждому качалку. Скалку. Да, мама замешивала тесто, вот такое вот целое ведро. Бабушка смазывала печку глиной, чтобы ложить мацу в печь. А нас заставляли раскатывать. И рыгалы делали дырочки. Да. И бабушке давали, бабушка на печку и пекли. И мацу. И к нам приходили и покупали. Понятно. Мы продавали. Мама говорила, ты хочешь колготки, ты хочешь платье, надо работать. Хочешь заработать, надо работать. Понятно. И мы, дети, стояли и делали. Это как положено было. Значит, праздники люди поддерживали, те, которые были евреями, да. А каково было отношение? Антисемитизм какой-то вы ощущали вот в Вы Рубцовске, знаете, в Харькове? там мы не очень его ощущали, потому что там не было людей, которые... Там в основном были или евреи, или вот эти русские, которых когда-то сослали туда. Поэтому они не были настолько. Я, например, работала на заводе, у нас... Кат. Значит, мы говорили об антисемитизме. Да, в Рубцовске. антисемитизм мы там не настолько, как, допустим, на Украине. Я когда поехала в Одессу к тете, они уже уехали от нас туда после войны, и в 60-х годах я поехала к ним в Одессу. Они там тоже жили непонятно как, вот эти вот квартиры были по несколько семей. У них была маленькая комната. И тоже по дороге меня оскорбили, жидовкой назвали, все что угодно. Меня настолько это возмутило, потому что мы на Алтае там настолько это не слышали. А в Знали? школе у вас были друзья русские, еврейские? Евреи, в основном одни евреи. Виноградова, Лиля, потом это самое, Нина Супаницкая, потом, как еще ее звали, Рита. В основном одни евреи. Тоже из эвакуированных? Да, 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 да. Те, которые остались, которые не вернулись. Вот. А они как себя ощущали евреями? Насколько еврейкой вы ощущали Да, мы себя? всегда себя ощущали евреем. Единственное, что у нас дома вот это все соблюдалось, все традиции, а у других нет. Они просто знали, что они евреи. Они дома не говорили на идиш, все говорили по-русски. Так что, ну, знали, что они евреи. Ну, скажем, отношения с ребятами, с мальчиками. Вам было важно, что это еврей или не еврей? Конечно. Старались, чтобы все-таки замуж выходить за своего, за еврея. Но когда уезжали, у нас не было институтов, потом у нас открыли вечерний машиностроительный. А те, которые девочки уезжали, мальчики поступать, кто в Сибири где-то, в Томске, в Омске,
в Новосибирске, в Барнауле, там уже институты были, они уезжали туда и там учились, и многие уже не возвращались. Вот. А родители потихоньку уходили. Ну, теперь расскажите про вас. Значит, вы закончили школу, и что дальше? Я закончила школу и поехала поступать в семипалатинск. Я вам еще расскажу, как я ехала для того, чтобы сделать мацу, нужна была мука. Муки у нас не было. Куда мы ездили? Я ездила в Семипалатинск, Это далеко? Казахстан. А рядом был с нами аул, назывался, стоян. В общем, это была как деревня, аул. Ну да. И я туда ездила, у казахов покупала муку. А в Рубцовске не было муки? Нельзя было муку купить? Ничего не было, у нас вообще было. И я туда, знаете, одна, я ездила закупать, и на этих вагонах, где эти вагоны, товарняк шел. И на товарняке были вот такие переходы. Вот на этих переходах мы цеплялись и доезжали а там остановка была в ауле, мы спрыгивали и шли в деревню закупать. Оттуда ночью я возвращалась и привозила муку домой. А как же вы возвращались? Тоже на этих же товарниках? Конечно. С мешками муки? Ну, мешок я бы не утащила, но ведро, да. Да. Каждый год. А я говорю вам про еврейские традиции. Вот это да. Да. Но мы должны были печь обязательно мацу. Это как закон. Понятно. Да. Так что мы там прошли хорошую жизненную школу, тяжелейшую, да. И мне говорят, как ты не боялась ночью идти, еще у нас там и черная кошка, бандиты были, и все что угодно. Мы же приехали, там черная кошка, бандитизм был дикий. Как нас не убили, я вообще удивляюсь. Там было такое, что вырезали семьями, вырезали, да. Потому что там было очень много сосланных. Они жили в деревнях. И они думали, что приехали оттуда евреи, не богатые. Ну и воровали. А потом, если люди не могли, не давали воровать, они их убивали, вырезали. Вот. Бандитизм был, конечно. Повезло, всем повезло. Да, милиция, конечно, там не работала, милиции как таковой не было. Вот. Но выжили. Ну хорошо, закончена школа, 10 классов. Да, я поехала поступать в Семипалатинск медицинский институт. И получилось так, что я не добрала 1 балла. И мне предложили остаться вольнослушателем. Я сказала, я всем подсказывала, по физике всем подсказывала. Все, и вдруг мне они все поступили, а я вольнослушатель. И я не стала, я вернулась домой. Пошла работать на завод контролером. В 3 смены я работала. Да, папа меня провожал каждый вечер до проходной. Он боялся, не дай бог, меня изнасилуют или еще что-то. Вот, до проходной провожал, и уже потом я шла по заводу, не боясь. Вот. А на следующий год я поехала поступать в Томск. Поступила в медицинский институт. И нас послали на сельхозработы. А там же зима еще хуже, чем у нас на Алтае. Началась зима, морозильники, а спали там в каких-то забегаловках, как попало нас там. Ну и я там заболела. У меня и кашель начался, и все что. И я маме позвонила и сказала, мама,
что мне делать? Я болею. Мама сказала, мне не нужны твои институты, возвращайся домой. Я села и приехала и домой. И пошла в машиностроительный. Это уже в Рубцовске был машиностроитель. Уже, да, работа. Там преподаватели были инженера завода, они преподавали все эти предметы. Вот, 5 лет. И делала я свой диплом. Я делала, папа работал в Анитиме, это научно-исследовательский институт, и мне разрешали туда проходить и делать дипломную работу. Я делала диплом там, защитила диплом и стала инженером. Инженер-технолог первой категории. И дальше? Ну, и я работала на заводе уже. Я работала в прессово-сварочном корпусе. Я работала вначале инженер-технолог в прессовом цехе. То есть прямо В цехе. Да, Да, пресса, бум-бум-бум. Поэтому я громко говорила, мне всегда говорили, говори тише. Вот они от меня все научились. А я не могла тихо говорить, потому что я работала в цехе. Там не слышно, когда говоришь, надо орать. Вот. Я работала прямо на прессах технологом. Вот. И вечная ругань вызывали на диспетчерскую. Не вышел, там рядом с нами был этот сборочный цех, где собирали уже трактора из готовых деталей. И трактор не сходил с конвейера, значит, вызывали и по мозгам так давали, что и лишали премии и всего на свете. А почему он не сходил с конвейера? Не успели? Да, не успели, и все пили. Пьяных было много. Там даже сделали санаторий, их оттуда привозили. Да, некому работать было. Понятно. Поэтому А как же евреи? Где же евреи? уже уехали ж, Понятно. а кто остался? Пока Скажите, пока был Рубанов директор завода и главный инженер, там был, я уже не помню каким, завод работал, и трактора делались, и танки, которые с фронта приходили, их ремонтировали и отправляли назад. Мы же там и танки ремонтировали. Ужас, что там делалось. не и... производили танки? А? Танки Нет, мы танки только... Только ремонтировали. Да, и потому что потом колхозы там создавали, и на поля нужны были вот эти вот трактора, поэтому делали вот эти трактора. Трактора были хорошие, но вот когда все разъехались, кто остался? Да. Мозгов не было. И сколько вы там проработали на этом заводе? Долго. 20 с лишним лет. 20 с лишним лет в Рубцовске. Да. Я работала вначале на участке технологом, а потом меня взяли в плановый отдел, начальник прессово-сварочного корпуса. Он меня вызвал и сказал, так, работать на прессах не будешь, мне в плановом отделе нужен заместитель. Я говорю, я никогда плановиком не работал. Научишься. Научились? Да. Я стала там замначальника планово-сварочного. Замначальника планового отдела. 15 человек. В подчинении. Да. Там было тяжеловато. Если нужно было премию выбивать, начальник вызывал меня и говорит, только ты сумеешь пробить премию. Я шла, начальник планового отдела завода был наш человек. Я приходила и говорила, нужна премия. Он говорит, вы же не сделали план.
Мы не сделали план, а люди жить хотят. Сделают в следующем месяце. Не этот месяц, следующий месяц будет. Ну хорошо, я вам дам 15%. Я приходил, он говорит, молодец, нам и этого хватит. Ну и все, и, так сказать, если приезжала какая-то комиссия, кто ходил, меня отправляли, потому что я могла от всего и всем доказать. А ваши братья и сестры, у вас старшая сестра? и Старшая брат? сестра, да, старшая сестра тоже закончила этот институт. Она работала в главном конструкторском бюро, она работала технологом тоже. Тоже на заводе на этом. Да. А младшая сестра на 18 лет закончила школу, уехала. Уехала в Минск. Не, она вначале не в Минск, в Томск. Она закончила педагогический институт и училась там в Томске. Вот, она не пошла по нашей стезе, нет. Вот. Ну вот. И уехала в Минск. Она вышла замуж и уехала в Минск. Вначале я уехала в Душанбе, когда я Почему? закончила, И 24 года. Сначала в Душанбе. Я уехала в Душанбе, поступила там тоже на завод, технологом меня взяли. Вот, и там я отработала 4 года. Там я вышла замуж и приехала рожать домой. И больше не вернулась туда. Ну, расскажите тогда о жизни в Душанбе. Вышла замуж, кто ваш муж и так далее. Ну, муж у меня был, он был музыкант. Но он любил, как все музыканты, любят поддать. Поддать, и весело мне с ним не было. И я работала. Я работала, я зарабатывала. Даже он же в филармонии работал. Он работал не в филармонии, он работал в детском туб-диспансере. Он детям с детьми занимался музыкой. Хорошая работа. Да. Поэтому я не видела денег, но пить мы пили. И вы тоже? Но. Never. Вот. И когда я забеременела, жила я у своей бывшей, когда я приехала туда, я жила у одной очень хорошей женщины, она сдавала мне комнату. Я у нее жила. Она была портниха. Ну вот и так получилось, что потом мы жили у нее. И вы уехали обратно в Рубцовск? К родителям, да. Мой директор завода сказал, собирайся, уезжай. И я приехала домой. И получилось так, что я родила дочь там. Замечательно. Да. Замечательно. И больше вы уже в Душанбе не вернулись? Нет. И... Я не вернулась, я осталась там работать. Что? Окей. Тоже поправка. Они все знают больше, чем я. Ну, наверное, вы рассказывали им тоже все подробности, но об этом тогда мы уже потом как-то отдельно поговорим. Я Кат, вернулась уже потом. Замечательно. Значит, пока что мы вернулись в Рубцовск, вы стали работать на заводе, и жизнь продолжалась. А когда вот родилась Элина, ваша дочь, вы жили с родителями, какие-то друзья остались, ведь еврейские, нееврейские. Мне просто очень интересно, опять же, еврейская жизнь вот уже в этом периоде вашей жизни. Нет, там
в основном были уже окружения русские были. Только свои. Мамина сестра, ее дети, они были близки с нами. А так, в основном окружение было. Ну, коллеги, друзья, все-таки русские появились какие-то? Ну, друзей было, да, много, конечно. Друзья были и евреи. Вот до сих пор я перезваниваюсь. Она вот мужа потеряла. У меня Ната подружка, Ната Кан. Вот. Мы поддерживали с ней всегда хорошие отношения. Потом у меня из Душанбе двоюродный брат приехал. Мы его женили на своей тоже девочке Рубцовской. Она с нами и с Илиной поддерживает отношения. Мы перезваниваемся. Вот. Ну, вот эти вот родственники в основном. Отношения. Да. А так окружение было русское. И у дочери в школе? И у дочери в школе даже немцы были. На Алтае много немцев жило. Да. И какое же было отношение к немцам после войны-то? Вы знаете, после войны, я не знаю, но это было уже далеко после войны. И тем не менее. Уже Элина в школе училась. Вот. Я ездила в немецкое село и закупала там мед у них. Вы бы видели, как они жили, эти немцы, шикарно. Самые лучшие колхозы-то были немецкие. Это я знаю, Да. это я знаю. И отношения были нормальные, то есть Да, не было... это были немцы Поволжья, они же не были в Германии. Я понимаю, Они тем не потом менее. все вернулись в Германию, уехали, а сейчас возвращаются назад. Да. Вот. Ну, в общем, такого у нас антисемитизма мы не ощущали. И когда родилась дочь, и когда она ходила в школу, все было нормально. В школе не было такого, чтобы там... Вот когда мы в Душанбе с ней приехали, и там в школе ее обозвали, она у меня была такая... Крепкая. защитница своей нации. Она схватила стул и бросила стулом в этого мальчика, который ее обозвал. И потом меня классная руководительница встретила и говорит, я не знаю, что делать. Родители требуют, что она его ударила сильно стулом. А я говорю, ну, наверное, он заслужил это. Она говорит, я не знаю, он ее обозвал. Еврейка, и она рассказала. Она ему дала так, что к ней больше потом никто не подходил. Она была боевая девочка. Понятно. Умела себя защитить. Ну хорошо, значит, мы уже переехали в Душанбе. Да. И это В было... Душанбе мы прожили 8 лет. 7 лет я работала в колонии строгого режима. Я, когда приехала, я пошла, устроилась работать в СКТБ. Это специальное конструкторское бюро. Платили мало. Но работа была хорошая. И тоже было много наших. Вот. Но дело в том, что тех денег, которые я зарабатывала как технолог, мне не хватало на прожить. И я стала искать работу, где можно заработать. А муж не помогал? Ну, я его вообще потеряла. Мне рассказывали, что он сел и где-то поехал и разбился, и непонятно, то ли он живой остался, то ли нет. Я его забыла, похоронила. Вот. И я пошла и встретила одного знакомого, и он говорит, а что ты здесь делаешь? Я говорю, я вернулась назад, и не могу там жить, там одни пьянки, там невозможно, там страшно просто жить. Он говорит, а где ты работаешь? Я говорю, в СКТБ, ну это гроши. А он работал начальником алюминиевого цеха в колонии строгого режима. Что-то я не поняла, как может быть цех в колонии строгого Да, режима? 2 цеха.
чугунного литья и алюминиевого литья. Где работали заключенные. Только заключенные. Понятно. Там все было это самое, окружено. И он мне сказал, я тебя возьму начальником планового отдела. Пойдешь? Я говорю, пойду. У меня опыт есть. И кроме этого я еще занималась, у меня была, как называется это, касса взаимопомощи. Я еще и этим занималась. У меня деньги были. Я всю жизнь была денежная. При деньгах. При деньгах, всю жизнь. Вот. И он меня взял, и я устроилась, там работала. Он мне дал, если я в СКТБ зарабатывала 150, и еще полы мыла за 70. С Илиной вместе, Илина из школы приходила, мы поднимались на 7-й этаж и мыли полы, все коридоры, все кабинеты. Это год мы так с ней жили. А вот когда я пошла в колонию строгого режима, он мне дал 250 рублей. И все, которые работали там в бухгалтерии, они говорили, как? Откуда такие деньги? Они от зависти, там все женщины лопались. А он сказал, так как работает она, я ее знаю давно, никто так не работает. И я работала, 7 лет там отработала. Там я и закончила. Я думала, что меня не выпустят, так как это МВД было, что меня не выпустят в Америку. Начальник меня вызвал и сказал, что пришли из КГБ уже документы на тебя, что ты уезжаешь. Ну, мы уезжали куда? В Израиль. Ну да. Я сказала, я еду не в Израиль, я еду к сестре. У меня уже сестра жила здесь. Вот. И пришли документы, я должен их подписать, я не знаю, как подписать. Я сказала, да я никуда не еду, я еду в Минск к сестре. Да. Ну, он говорит, окей, я тебе честно скажу, что все документы секретные, которые ты подписывал, уже рассекречены. И я тебя свободно выпускаю. Если бы я был на твоем месте, я бы сделал то же самое. Да. Ну и все, и так я собралась. Айлина мне говорила, Айлина закончила уже университет. И пошла работать. И она мне говорила, если тебя не выпустят, я уезжаю сама. Я здесь жить не буду, я ненавижу это. Не хочу здесь жить. И я с ума сходила, что мне делать. А у нас там в колонии работала одна, у нее муж в КГБ работал. И он узнал, что мои документы дали. Мне дают, как это называлось? Выезд дали, выездную визу? Да, визу. Дали визу нам. И я такая счастливая сказала, но есть Бог. У меня есть мой Бог. Я просила его. И мне дали визу. И так мы с Элиной в 1988 году уехали. Это был октябрь месяц, да? Мы уехали в Москву. И там мы уже пошли к консулу. И нам дали вызов. На выход. Езжайте. Понятно. Мы приехали в Вену. Понятно. Ну хорошо, замечательный рассказ. Теперь просто пару слов. Значит, у нас есть Элина и у нас есть внуки. Просто пару слов о внуках. Внуки, значит, мы приехали сюда, прошли здесь свое, то, что нужно было пройти. Естественно. Нелегкую жизнь. Нелегкую. Элина мне каждый раз устраивала такие, я не буду это, я не хочу это. Да, а уже когда она вышла замуж, там уже немножко успокоилась. Но я пошла работать, бэбиситерствовала, и полы мыла, и в этом нёрсинг-хоме работала. Я прошла тоже многое.
Но больше всего, конечно, бэбиситером. Я работала 4 года с детьми. Это было лучше. Вот. А потом моя дочь сказала: мама, скоро ты уйдешь, будешь бэбиситерствовать дома. Я буду рожать. И в 94 году у меня родился внук, которого мне прямо в мои руки и дали, который теперь у меня. Он звонит маме и говорит: я приеду, я хочу видеть бабушку. Прекрасно. Да. И внучку. В 96-м у меня внучка появилась, Замечательно. которая тоже бабушка. Счастливая бабушка. Да, я их вырастила. Мне дочь обижается иногда. А кто скажет, кто растил? Бабушка. Бабушка. Спасибо огромное. Вы хотите что-нибудь еще добавить к тому, что было сказано? Я все рассказала или не все? Или больше, чем нужно? Нет, точно не больше. Может быть, что-то еще вы хотели нам рассказать о жизни? Ну, сейчас мне тоже грех жаловаться. Единственное, это, что мне приходится на диализ ходить. Вот это вот неприятная история. Ну, неприятное, но посмотрите на себя. Ну, На ногах, в полном уме и разуме, на радость детям и внукам. Детям- И в какой красоте детям живете. уже в тягость. Я уже в тягость Нет, детям. этому я не верю, и мы про это говорить не будем. Окей. Да. Спасибо огромное. Кат. Единственное... Да. He said да. Окей. This is my grandfather. Ой, я заговорила по-английски. Это мой дедушка Арон Менделеевич Валь. Бабушка Эстер Ушеровна Валь. Это моя прабабушка Циля, отчество не знаю. И это бабушкины сестры со своими мужьями, и это дети, их дети. Вот это бабушкин младший сын, который погиб на фронте, врач. Это старший сын Яков Валь, а это Григорий Валь. Это бабушкин. Это мама Ревека Коган, и это Раиса Варшавская. А вот тут уже идут дети сестер бабушкиных. И это их мужья. Этот в 1939 году его забрали, арестовали и убили. Этот в Рубцовке умер. Вот, это все. Мой Арон Валь, который был раввином, это он же. И рядом с ним это его сестра. Она была слепая, родила 2 детей, была очень умная и добрая. И, ну, все, больше я о ней ничего. Это моя бабушка, Эстер Валь, да. I named after Esther. Эстер Валь. Ну, все, Окей. так. Here we go. Давайте. Это семейная фотография, которая в Рубцовске уже мы фотографировались. Так, это папа. Нет, покажи вот папу моего. Да. Папа, он там. Я не вижу, это маленькая фотография. Да, это папа, мама, Нюся, старшая сестра. Это Рая Варшавская. Так, Рая Варшавская. Это Саша, ее сын Варшавский. Это дядя Яша, бабушка моя.
Эмик, который в Иерусалиме сейчас живет. Это мой дедушка. Это Мира. Это Боря Варшавский. И это я. На этой фотографии, это фотография тоже, где жила моя мама. Это вот мама моя, Ревека Коган, со своими подружками. Эта фотография, это те, которые, это родственники из Риги. Это в Риге. Это вот Боря Варшавский, это Сашка Варшавский, это Боря Варшавский, это Рая, дядя Яша Варшавский, это его мама, это его племянница с мужем, это его сестра и это племянница. Они сейчас в Риге. Ой, не в Риге, а в Израиле. Это мой дедушка, как его звали, не помню, как его звали, не помню. Это по папиной лиге, я там не знала никого. Например, мы ищем кого-то. Да. Можно говорить? Так, эта фотография была сделана в городе Рубцовске, в старом доме, в котором мы жили. Это Рита Шор, она потом уехала в Москву. Это я, это моя сестра младшая Мира, а это дети соседские. Это был где-то 50-й год. Это я закончила школу, 10 класс. Это я работала уже на заводе и училась в вечернем институте. Это я и моя подружка Женя Краснянская. Это мы были в Рубцовске. Это я... Душанбе. Душанбе, да, Душанбе. И это я тоже в Рубцовске после окончания школы. Все? Нет, последнее. Вот это. Так, это я, это моя дочь Элина. И это Илишка тоже маленькая, это в Рубцовске, а это мы в Душанбе. Это перед отъездом, по-моему, мы фотографировались. No, там. I was 1 year old. It's 2 years, 3 years. Окей. Говори про Душанбе и бабушку. Про Душанбе. Ну, в Душанбе у нас была другая жизнь. У нас, во-первых, у нас там много родственников было. И мы там, так сказать, потом у нас друзья появились хорошие. Про евреев. А в основном еврейские семьи, мы с ними были знакомы с родственниками. В основном это были А родственники. кто там жил? Как кто? Жили там, которые сейчас они живут в Израиле. Ина с Мариком, потом этот Рома с Олей, потом кто там еще был у нас. Я уже всех их забыла. She's totally missing the exact thing that. No, it's just No, but the point is to talk